Привет, друзья! Мы в Вене на очередном обзоре аквариумного магазина. Раньше я видел, подписан на канал этого магазина, и все было в планах посетить его. И вот я добрался. Тоже советую всем зайти на канал этого магазина. Будет ссылочка в описании. Ну, реально тут есть на что посмотреть. Вот встречает так магазин. Приятная атмосфера, красивейшие аквариумы. Играет легенькая музычка. Надеюсь, что эта музычка мне не будет проблемой на видео на канале в плане авторских прав. Так, ну тут холодильники с вместимыми растениями. Я тут себе уже одно приобрел. Сейчас буду, когда показывать аквариум, и покажу, какое оно будет, когда вырастет. Потому что то, что в баночках, они вообще не похожи на то, что представлено потом. В какие они вырастают. Вот это для полидариумов, террариумов растения, то есть сухие формы. Это уже подводные формы растений. В принципе, те тоже можно в аквариумы, просто, то есть они сейчас в сушке находятся, а потом будут под водой. Качество растений, конечно, на высоте. Очень отлично выглядят. Давайте посмотрим сверху. Я обожаю смотреть на аквариумы сверху. Совсем другой вид показывается. Верхушки растений очень красиво выглядят сверху. Очень красивые. Тут стойка, всякие корма, бактерии, удобрения, грунты. Короче, всякие вкусняшки и интересняшки для аквариумистов и их питомцев. Это для креветок всякие листики, шишечки, минералы. Корма. Почему я сказал в первую очередь аквариумисты, а потом их питомцы, для кого это? Потому что, наверное, рыбкам, креветкам, не настолько принципиально все эти приколюхи. Больше, наверное, удовольствие получает сам аквариумист. По крайней мере, не знаю, как вот для меня. Мне нравятся вот эти всякие приколюхи, вот эти для аквариумов, чтобы оно все было фирменное, красивенькое, аккуратненькое. Вот эти всякие корма, вот с тем-то добавлением, с тем-то. Неинтересно кормить одним и тем же кормом. Я думаю, что питомцы тоже скажут спасибо на это. Тоже тут удобрения для растений. Тоже тут и макро, и микро отдельно, калий, фосфаты, нитраты, железо. Такими фирмами я не пользовался. Вот сичимовский, или как правильно, Сиким, матриксы, пурген,
Это все наполнители для фильтров и для очистки воды. Вот в матриксе селятся полезные бактерии. Он очень пористый материал, считается там один из самых-самых пористых. Такие камушки. Это во внешний фильтр можно засыпать и будет очень круто. Ну и Сиким это абсорбент, который делает прозрачную воду. ДС-метры, PH-метры, кулера для охлаждения воды, компрессоры, которые бесшумные. Вот у меня вот такой. Бактерии, рюкзачки, фильтра, рюкзачки, баллоны СО2 для подачи углекислой кислоты в воду, которая является основным питательным веществом для аквариумных растений. С углекислотой растения выглядят на порядок качественно лучше, нежели без углекислоты. Тут светильники, чехиросы в основной массе. Я спросил у владельца, какие светильники над аквариумом, потому что я обратил внимание, что в основном чехиросы, но он говорит, что не только чехиросы, и адовские есть светильники. Вот чехирос, к примеру, VRGB2 30-сантиметровый, которых сейчас нету в наличии, но ценник есть 139 евро. Ну, как бы так, внушительно. Ну вот есть чехирос VRGB 2, тоже какой-то вроде такой. Тот Slim, это просто 170 евро. Вот по дешевочке акция 199 евро. Налетай. А вот стеллаж тут с адовскими всякими приколюхами. Бактерии, удобрения, минералы. Я, конечно, ни разу у меня ничего не было фирмы Ада, поэтому, только вот это, что с видео всяких там обзоров, для меня это тоже еще непознанная высота. Цены, конечно, тут, я так понимаю, думал, что вообще пустая баночка для удобрений 10 евро. Нет, там с чем-то есть. Тут наноаквариумы. Тоже фирмы Ада. Вот, к примеру, кубик 30 на 30 на 30, 100 евро. Да, там как бы стекло, это ультрапрозрачное, там все дела. Но тем не менее. Вот прямоугольный 30-литровый, 140 евро. «45 на 27 на 30, 135 евро». Не прикольные, конечно, не спорю, классные. Так, и вот стойка с аквариумами.
Ну, так, общий план можете увидеть, насколько красивые аквариумы. Тут непривычно, ну, необычно, как для обычных зоомагазинов, аквариумных магазинов оформлены. То есть не пустые аквариумы, они, ну, тут, что не аквариум, то акваскейп. Ну и здесь продаются рыбки. Так, тут вот такие ящики с корягами. Все для акваскейпа. Камни. Лава, драконий камень. К примеру, лава. Черная лава. 6,90 килограмм. Да, дорого, конечно. Коряги. Так, ну и вот это мне нравится, это дело. Вот такие стенды, где можно прикинуть, спланировать акваскейп. Тут вот такие стульчики и песочек. Линеечка. Тут ты сразу выставляешь, допустим, какая у тебя длина аквариума, допустим, вот 60 сантиметров, да? Вот, 60 сантиметров аквариум, допустим. И ты тут выставляешь там камни, к примеру. Так-то. Так-то. Ну, я не буду тут сейчас скейп ваять. Вот. И ты можешь, ну, представить себе, визуализировать, то есть как он будет, допустим, там в аквариуме этот скейп примерно выглядеть, и подобрать себе коряги, камни. К примеру, какая-то еще коряшка, да? Ну, это я так сейчас. Ну, это очень удобно, потому что ты, ну, не представляешь визуально, какой аквариум у тебя дома. И тяжело подобрать все это дело. Ну, можно набрать либо слишком много камней, потом они там, допустим, не влазят, не становятся, еще что-нибудь. А с таким стеллажом, и причем, ну, это ж вообще не проблема такой поставить стеллаж, но почему-то крайне редко в наших магазинах можно такое увидеть. Ну, место. Обычно на зоомагазины там, пока пробираешься куда-то, там идешь по мешкам с кормом для собак, для котов. Ну, все ж место там, надо ж мешков понаставлять. Ну, а тут люди выделили такой уголок, стеллаж, где ты можешь в спокойной обстановочке. Причем тут светильник, даже тут, ну, как бы, ну, профессиональный аквариумный светильник. Вот. Так что очень-очень это круто, ну, реально, респект. Очень круто. Так, ну давайте посмотрим поближе аквариумы. Коридоры с Венесуэла Оранж. Какие-то ларикарии или сторисонки. Вот я их что-то путаю их. А это же королевская тетра, да? Это цинклюсы. Ну, вообще класс, конечно, растения. Супер. Вот везде там стоят чехиросы, светильники.
микроразбора. Это эспейки, да? Ну да. Вишневый барбус, вот, ну вот реально тут он выглядит круто. Под таким светом. Под таким светом цвет выглядит круто. Вот это точно королевская тетра, а то не уверен. Родостомусы. Родостомусы стоят 4,90. Тут еще есть вот интересные креветки. Ну как интересные, необычные для нас. В Сулавесе вот такие коридины. Но это не те Сулавеси, как вот у меня кардиналы были. То есть эти, я так как сказали, что эти неприхотливые, не надо им повышенная температура, не надо эти спецсоли. Вот, и тут круто. Смотрите, красная сакура как выглядит. Каким цветом. Они просто горят огнем. Кристаллы красные, черные. Тоже, ну, я такого красного цвета не видел на кристаллах. А вот есть такая штука классная, это увеличительное стекло. Можно так подвести и рассмотреть более крупно. Такое я хотел, когда у меня был морской аквариум, такое. Еще есть, ну, как бы с фильтрами, которые для синего цвета. Но так и не приобрел. Тут медовые гурами. Ой, не туда поднял. 6,90. Опять эти крохотулечки. Ну, они реально малепусенькие рыбки. Москита барблинг. И стоит 4,90. Смотрите, сколько омана бегает внизу. Креветка омана. Оманки по 3,90 и большие 5,90. Какая-то криптокарина очень прикольная. Смотрите, какая красная. Свечивает жалко. Так, я смотрю в аквариумах, ну, разная температура. Тут, допустим, 23, там 28. Лимончики. Тепловолосые барбусы. Вот такая немножко, мне кажется, недооцененная рыбка, но реально прикольные барбусы. У меня были они, но они прямо, ну, красные такие, цвет прикольный. Это я прикольно. Тут, грубо говоря, выставочные такие красивые очень аквариумы.
Можете видеть, какие цвета растений. Криптокарина фламинго. Просто супер. Даже у нимфеи горят верхние листики. Вот красивая очень нимфея. Тигровая. Это криптокарина нури. Просто шикарный рисунок листа. Тут что-то, заготовка какая-то планируется делаться. Тут такие вот есть скамеечки. Можно присесть и любоваться аквариумами. Вот. Большой аквариум. Ну просто красота. Можно сесть и вечно смотреть. Очень красиво. Смотрите, как все, ковер. Тут и Монте-Карло, и Ситняк, и все просто сплошным ковром. Радужницы. Вот эта рыба просто огонь, класс. Тоже недооцененная рыба. Только знающие люди понимают в ней красоту ее. Потому что ей надо дать вырасти. И это еще даже не пределы их красок. Видите, какие шикарные коряги, как они обросли уже мхом. Везде креветочки ползают. Ну, естественно, подача углекислоты идет. Это, ну, тут даже не надо никакого мнения другого спорить, когда говорят, там углекислота, это, типа, не обязательно, лишнее. Ну, оно-то не обязательно, но когда есть углекислота, просто, ну, растения, они будут и без углекислоты, но некоторые, которые есть такие, что и вообще не будут расти. Вот. Но основная масса, конечно, будет расти, но она будет, ну, совершенно другого вида, нежели она могла проявить всю свою красоту с углекислотой. Она, в смысле, они растения. Вот, смотрите, какой Escape. Он продается 700 евро. Этот весь комплект, я так понимаю. Вместе аквариум. Не только аквариум. Вот написано, что не включены животные, техника и стойка. То есть аквариум и этот скейп, растения, коряги, все это. Тоже круто все заросшее. Гидрокотила трипартита. Отлично обросла все. Обтянула вниз. Я так понимаю, что это Монте-Карло затянуто. Ну и везде, конечно, креветочки лазят. Вот тут аманки и вот не знаю, кто это. Либо вот те словеси, что я говорил, либо еще какие-то. Не знаю, что это за креветки. Тоже шикарный аквариум. Дальше вот такой аквариум. Тут главное мне не снять, мне попросили 2 аквариума. Тут есть для, я так понимаю, что это участники какого-то конкурса. Работы уже, акваскейпы готовы. Ну, хочу сказать вам, ну, супер вообще выглядят.
очень шикарно, но попросили, ну и табличка есть, что нельзя фотографировать, нельзя снимать, то есть до конкурса их нельзя публиковать, поэтому надо не забыться и случайно не заснять. Ну тоже вот аквариум, 60 он в длину, но он глубоко, 60, наверное, на 50 и высота 30-35. Большие камни. Это ж, ну, какая проделанная работа над каждым таким аквариумом. Ну, вот и опять же, вот углекислота. Ну, чтобы вот так все заросло, это без углекислоты, это просто годы должны пройти, и то, наверное, вряд ли. Эта музычка на фоне, конечно, наверное, мне что-нибудь прилетит, какое-нибудь нарушение авторских прав или еще что-нибудь. Так, и вот этот хочу показать. Скажу вам, вот с правой стороны стоит вот этот выставочный аквариум. Но я вам его не показываю. Пообещал же. Ну, тут и без них остальные аквариумы ничем не хуже. Ну, просто есть, я знаю, есть у этих акваскейперов, конкурсантов такое условие, что до конкурса они не имеют права выставлять где-то, показывать. Ну и, собственно говоря, и в их интересах. То есть кто-то может подсмотреть, увидеть идею какую-то акваскейпа и использовать ее в своих работах. Манка здоровая. Это, конечно, красота. Это произведение искусства, можно сказать. Такие аквариумы. Ну, это ж красота. Это можно реально сидеть и любоваться. Нарисовать картину, значит, это ценится, а вот такое произведение искусства еще не до конца, ну, только понимают ценители этого дела, но я считаю, что это не менее талантливо и требует не меньшего таланта, труда, времени, и это все живое. Это очень красиво. И вот еще один аквариум, который тоже продается. 2000 евро этот комплект стоит. Но тут, включая оборудование, декорации, тумба, растения, ну, короче, все, кроме животных. Мы сейчас с вами заглянем. Тут фильтр внешний стоит. Очень красиво. Сделан скейп. Тумбочка, видите, тут два фильтра стоят. Два внешних фильтра. Акваэль 1500 Ультрамакс. Это подача, или это обогреватель, наверное, внешний обогреватель или подача СО2. Чего они не пишут, сколько литров аквариум?
90, но я сомневаюсь, что это... Да нет, это не 90 будет. Это 90 длина его. Это вот похоже, как вот у меня был. Тут литров 250. Это 90 на 60 и на 40. Или на 50. Да, это вот этот адовский стандарт. Тоже отличный скейп. Видите, уходит туда. Сделано так, как тропа в глубину. И вот она под корягами, проходит под корягами и вот сюда выходит. Эти кочечки, это криптокарина Нури. Ой, Нури, не Нури, Парва. Вот она у меня такая мелкая никогда не была. Потому что, видимо, не хватало света. И она тянулась кверху больше. Отличный аквариум. Идемте. Давайте его сверху еще глянем. Тут сверху тоже не менее впечатляет. Смотрите, как все продумано, все везде там нарощено. Вот видите, это аквариум был вот на вот такой выставке в 24 году, в прошлом году. Я так понимаю, что занял он 24 место. Ну, круто. Да, вот размеры. 900 на 600 и на 450. Ну, угадал длину, ширину, глубину, угадал высоту на 5 сантиметров промазал. Так, в принципе, я... Извините, на глаз все правильно сказал. Так, ну и вот смотрите, какая тут красота. Это тоже был участник прошлогодний. 150 место он занял. Размеры аквариума метр на 40 и на 40. С правой стороны стоит этого года участник, которого нельзя показывать. Но поверьте на слово, тоже крутой скейп. Даже не знаю, тут на каждом аквариуме можно часовой ролик делать, просто сидеть и рассматривать его. Очень круто. Смотрите, какая карликовая какая-то нимфея вообще. По-моему, она называется нимфея рубра, что-то такое. Если я не подзабыл и не путаю ничего. Так, и вот последний скейпик, который я могу вам показать. Это вот такой маленький 60-сантиметровый, но крутой тоже, не менее крутой. Вот эти мне нравятся. Это как марсилия, вот это у меня как клеверный такой листочек. А тут видите такой, ну вот это вот шапочкой такой. Надо спросить. Может тоже такой себе взять. А вот это тоже интересная штука. Вот это где-то мне попадалось, видел, что оно такое, тоже плавающее, как или папоротник какой-то, или что оно такое. Ну да, это попросить тоже. Вот тут, кстати, чуть-чуть оторвалось. А вот смотрите, еще прикольная штука. Это
Это террариумы такие, мини-террариумы, флорариумы, наверное, правильно их назвать. Это вот везде без воды, но там на дне только влажность, а то все растение над поверхностью воды. Такие колбы. Тоже круто. Мини такой мир. Туда еще каких-нибудь жучков поселить. Или муравьев. Я не знаю, можно в такое селить муравьев или нет. Но цены, видите, внушительные. Но тоже это вот, ну, произведение искусства. Это ж надо как бы так выложить их. Это ж не просто накидал кучу камней, деревяшек и все. Каждая это своего рода композиция. И это, ну, это стоит того. Это круто. Это красиво. Вот интересно, смотрите, как продумано. Ну, концепция того, что как бы оно парит в воздухе. Это коряга, и на коряге нарощены растения. Круто, круто. Ну что, ребят, будем на этом прощаться. Я надеюсь, что понравился. Я остался под очень большим впечатлением от этого магазина. Давно я планировал попасть в него. Ну, вообще не пожалел. Надеюсь, вам тоже понравилось. Ставьте лайки, комментируйте. Могу еще раз напомнить вам насчет того, что на канале есть возможность спонсорства. Любая ваша помощь будет мне полезна для реализации вот каких-то таких мероприятий, поездок по аквариумной тематике. Что-то смогу вам больше показать, куда-то дальше доехать. Вот. Я же обещал вам показать, как выглядит растение, которое я купил. Вот. Это какое-то новое, я тоже его увидел в интернете, загорелся, и тут вот оно мне попалось. Естественно, я решил его купить. Я сейчас на видео вам не скажу, как оно называется, я напишу в описании там. Ну, вот так оно будет выглядеть. Говорят, что оно как бы очень-очень несложное в выращивании. Ну вот, ну как бы единственное, что оно может быть менее красное, если там нету углекислоты, там меньше света, но все равно что-то похожее на эхинодорус, но не эхинодорус, но видите, какой он, ну, свекольного просто цвета. Вот рядом криптокарина фламинго, и вот справа от нее это вот тут это растение. Ну, тоже крутое. Я его очень хотел, и я его купил. Мания бонсай. Вот сколько я ее не пробовал выращивать, так она, ну, не получилось у меня. Она, видимо, тоже, я ее садил в креветочнике, там, где не было у меня СО2. Без СО2 она, видимо, не растет. Все, друзья, всем спасибо за ваши комментарии, лайки, подписывайтесь. Все это помогает продвижению канала, развитию канала. Все, до новых встреч. До следующих интересных видео.
Всем спасибо, пока.